16 лет назад в маленьком тихом родильном отделении, расположенном в сельской больнице, при обстоятельствах, которых никто не ожидал, на свет появились трое новорожденных. Они были тройняшками, что было довольно необычно, но у каждого была нежная коричневая кожа, резко контрастировавшая с бледным цветом лица их матери и отца. На первый взгляд медсестры были поражены этим зрелищем. Здоровые младенцы громко кричали. Однако в палате быстро воцарились смятение и тревога, поскольку родители, как белые, так и уверенные, что у них не может быть чернокожих детей, смотрели на это со страхом в глазах. Их мать, усталая и потрясенная, повернулась к мужу. Она прошептала что-то, чего персонал не расслышал, но напряжение в ее голосе разнеслось по комнате. Отец, высокий и молчаливый, краем глаза наблюдал за детьми. Выражение его лица напряглось, как будто он боролся с невысказанной правдой. Медсестра осмелилась поздравить их, но ответ отца был резким. «Нам нужно время подумать». Только позже персонал узнал горькую правду. Пара решила оставить детей в роддоме. Независимо от медицинских подтверждений или генетических возможностей, родители убедили себя, что эти дети на самом деле не их. Возможно, страх, стыд или нежелание справляться с неожиданностями взяли верх, и поэтому они заполнили документы, чтобы отказаться от родительских прав, и покинули родильный дом с навязчивой решимостью. В тихих уголках палаты поползли слухи. Некоторые шептались, что прадед матери принадлежал к наследственной линии, из-за которой кожа была темнее, хотя в семье это редко проявлялось. Другие говорили, что отец просто отказывался сталкиваться со сложностями воспитания детей, которые на него не похожи. Тройняшки, 2 девочки и 1 мальчик оставались на попечении больницы под бдительной защитой социальных служб. Персонал, несмотря на занятость, дарил им всю возможную любовь. Некоторые люди втайне беспокоились о том, согласятся ли будущие родители усыновить сразу 3 детей, особенно после того, как их история уже распространилась. Но у судьбы был другой план. Примерно через неделю добросердечная пара по имени Чарльз и Глория проявила интерес к усыновлению. Они были среднего возраста, у них была стабильная работа. Чарльз, управляющий строительством, Глория — медсестра в соседнем районе. Они много лет хотели детей, но столкнулись с проблемой бесплодия. Услышав об этих новорожденных младенцах, брошенных на произвол судьбы и пребывающих в замешательстве из-за цвета кожи, Чарльз и Глория сразу почувствовали притяжение к ним. В глубине души они понимали, что эти малыши заслуживают семьи, где их примут такими, какие они есть, несмотря на все сложности. Когда они прибыли в родильное отделение, Чарльз и Глория увидели 3 крошечных младенцев, мирно спящих в кроватке. Медсестра рассказала всю историю о том, как биологические родители отказались и ушли, указав на темную кожу детей как на доказательство невозможности этого, хотя с научной точки зрения не было никаких сомнений в том, что эти младенцы действительно были их биологическими детьми. Эта история обескуражила супругов, но также укрепила их решимость. Медсестра спросила, могут ли они усыновить хотя бы 1 или 2, но Чарльз посмотрел на Глорию, и они кивнули. Глория сказала, что все 3 заслуживают того, чтобы быть вместе. Через месяц усыновление было завершено. Тройняшки отправились домой к Чарльзу и Глории в скромный домик на окраине маленького городка. Там каждый из них получил имена. Мальчик стал Джеком, а 2 девочки — Кайлой и Еленой. В те первые месяцы ночные кормления и смена подгузников приносили радость и облегчение. Ни Чарльза, ни Глорию не волновал цвет кожи детей. Если горожане бросали недоуменные взгляды в их сторону, то Чарльз и Глория не обращали на них внимания, сосредоточившись на любви, которую они дарили своей новой семье. По мере того, как малыши росли, возникали определенные проблемы.
Кайла была тихоней, ее легко было напугать, и она была цепкой, в то время как Елена была бесстрашной, постоянно ползала, исследовала двор и громче всех лепетала. Джек сблизился с Глорией и часто сворачивался калачиком у ее ног, когда она кормила одну из девочек. Со временем дети преуспели. В 2 года Кайла разговаривала тихо, но с искренним любопытством. Елена была настоящим вихрем энергии, носилась по гостиной с цветными карандашами в руках и оставляла каракули на стенах. Джек стал миротворцем, обнимал своих сестер и подбадривал их, когда они расстраивались. Хотя Чарльз и Глория иногда были ошеломлены, они гордились тем, что видят, как расцветает уникальная индивидуальность каждого ребенка. К тому времени, когда они пошли в детский сад, среди соседей начали шептаться. Знает ли эта семья, кто их настоящие родители? Эти дети. Понимают ли они, что на самом деле они не их дети? Но Глория, несмотря на свои кроткие манеры, вежливо, но твердо пресекала подобные разговоры. Они были детьми Чарльза и Глории, и точка, и у детей не было ощущения, что они — не что иное, как одна любящая семья. Когда тройняшкам исполнилось 10, каждый из них начал замечать различия, которые выходили за рамки цвета кожи. Они задались вопросом о своих прежних родителях, которые их бросили. Глория верила в честность. Она мягко объяснила, что их биологические родители не были готовы к такой ответственности, но Чарльз и Глория сами решили стать их семьей. Дети слушали молча. Потом Джек пожал плечами и сказал, что у них есть мама и папа прямо здесь. Все в доме согласились. Прошлое осталось в прошлом, хотя некоторые вопросы остались. Когда тройняшки достигли подросткового возраста, жизнь стала более насыщенной и интересной. В старших классах появились новые друзья, кружки по интересам, занятия допоздна. Дети стали выше ростом, их голоса стали громче, а связи крепче. Люди в более широком кругу, которые когда-то были любопытными или скептически настроенными, начали праздновать рождение семьи. Учителя хвалили Чарльза и Глорию за их поддержку. Соседи восхищались талантами детей. Старые слухи о странном усыновлении или путанице с цветом кожи рассеялись перед лицом простой, очевидной любви. Спустя 16 лет после того дня в родильном доме перед тройняшками открылись новые горизонты. Чарльз и Глория наблюдали за происходящим со спокойной гордостью, которая иногда вызывала слезы. Они вспомнили социального работника, который первым рассказал им о 3 брошенных младенцах с неопределенным будущим. Теперь, глядя на этих уверенных в себе подростков, это воспоминание казалось далеким, почти нереальным. Время от времени Кайла, Елена или Джек спрашивали, пытались ли биологические родители когда-нибудь связаться с нами. И Глория тихо качала головой. «Ни писем, ни звонков», — говорила она. И для всех троих этого ответа было достаточно. Если бы вы спросили соседей или учителей о тройняшках, они, скорее всего, улыбнулись бы и сказали, что они были обычной, счастливой семьей. Если бы вы спросили Чарльза и Глорию, как им это удалось, они бы просто пожали плечами и сказали, что они их дети, и они поступили так же, как и все родители. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.